Поздний вечер в столице Соединенных Штатов Америки. Одна из пиццерий популярной франшизы получает очень странный заказ. Сразу 21 пицца на один адрес. Что это за адрес? Выясняется, что штаб-квартира ЦРУ. И это только начало. Вскоре похожие заказы прилетают в пиццерии поблизости от Пентагона и Белого дома и продолжаются до 2 часов ночи. В этот момент за 10 тысяч километров от Вашингтона на другом континенте начинается война. Почти 90 тысяч иракских солдат и 690 иракских танков вторгаются на территорию Кувейта, маленького ближневосточного эмирата. Перед этим президент Ирака Саддам Хусейн обвиняет власти Кувейта в том, что они много лет незаконно качают иракскую нефть. Ирак оккупирует Кувейт. За Кувейт вступаются силы ООН во главе с Соединенными Штатами. В учебнике истории этот конфликт войдет как война в Персидском заливе. Он продлится полгода и завершится победой коалиции ООН. Против Ирака вводятся санкции. Почти все они будут действовать до 2003 года, а потом американцы вторгнутся в Ирак, сместят Саддама Хусейна, а самого его повесят. Тут у вас возникнет резонный вопрос, а при чем здесь, собственно, пицца и какое отношение она может иметь к судьбам диктаторов и президентов? Тот же вопрос журналисты вскоре задали владельцу популярной вашингтонской сети пиццерий, бизнесмену по имени Фрэнк Микс. А он невозмутимо ответил: «Ну это вы, ребята, там у себя в редакциях все новости узнаете последними. Мы-то всегда в курсе, когда каша заваривается. У меня доставщики в такие ночи до самого утра работают». Микс предположил, что по внезапному росту количества заказов пиццы в правительственные учреждения можно предсказать начало войн и других исторических событий. Логика простая и понятная. В ЦРУ и Пентагоне знали, что напряженность между Ираком и Кувейтом может в любой момент перерасти в открытое противостояние. И на этот случай допоздна дежурили на работе. Когда стало понятно, что дома поужинать не получится, в госучреждениях по всему Вашингтону начали заказывать пиццу десятками коробок. Так родилась теория о так называемом индексе пиццы. Одна из самых необычных, но при этом обоснованных и логичных конспирологических теорий нашего времени. Если верить ей, международные потрясения предсказать очень просто. Войны, перевороты, крупные политические скандалы. Просто следите за тем, кто и сколько пиццы заказывает в американской столице, и узнаете обо всех кризисах заранее. Такая народная примета эпохи глобальных конфликтов с твердым статистическим обоснованием, понятная каждому, кто хоть раз задерживался на работе допоздна по случаю аврала. Конспирологи даже дополнительно уверяют, что по данным диетологов, люди в состоянии сильного стресса склонны захотеть знакомой и калорийной еды. Пицца тут подходит как нельзя лучше, а стресса в жизни сотрудников Пентагона более чем достаточно. Теория была такой логичной, что мгновенно получила широкую огласку, приобрела множество сторонников и была даже озвучена в эфире CNN. Многие журналисты после этого вполне всерьез установили наблюдение за пиццами в Вашингтоне. Может показаться, что эта конспирология, как и все остальные подобные сюжеты, притянута за уши. Все-таки выводить закономерность из одного случая нельзя. Но принцип с тех пор подтверждался неоднократно. Например, в 1995-м, когда Конгрессу не удалось договориться о финансировании госорганов, работа правительства была приостановлена и случился небольшой политический кризис. Госслужащие в Вашингтоне тогда за несколько дней наели пиццы на дополнительные $9100. В январе 1998 года индекс пиццы скакнул снова, после того, как в прессу попала информация о возможном скандальном романе между президентом Клинтоном и никому тогда еще неизвестной женщиной по имени Моника Левински, его бывшей стажеркой. Понятно, что сотрудники пресс-службы Белого дома в те дни буквально жили на работе и успели заказать пиццы на $2600 сверх нормы. Следующий скачок был отмечен в декабре того же года. Именно тогда в Конгрессе США проходили слушания об импичменте Клинтону. В какой-то момент казалось, что скандал вроде бы исчерпал себя, но тут
встал вопрос о лжесвидетельстве. Когда Клинтон давал показания в суде, он категорически отверг слухи о каких-либо неподобающих отношениях с Левински. Причем сделал это под присягой. Но потом в деле появились веские материальные доказательства, включая записи телефонных разговоров и биоматериалы президента. А у американских законодателей, соответственно, появились формальные основания объявить Клинтону импичмент. Голосование в Нижней палате Конгресса по вопросу импичмента было назначено на 19 декабря 1998 года. Перед этим журналисты и примкнувшие, не отрываясь, следили за индексом пиццы и не ошиблись. Был поставлен новый рекорд – $11 600, причем поставили его Белый дом и Конгресс без участия Пентагона. Показатели были сравнимы с кризисом в Персидском заливе. Такого масштаба был скандал. Кстати, возможно, что именно пицца на рабочем месте и довела Клинтона до импичмента, послужив катализатором его романа с Левински. В ежедневнике Левински вечер 17 ноября 1995 года был отмечен как вечер пиццы. Это была та самая история с приостановкой работы правительства. И стажерка, и президент тогда задержались на работе допоздна. И кто знает, что они там делали. Слухи о том, что по заказам пиццы можно предсказать политические кризисы, достигли таких масштабов, что властям пришлось на них отреагировать. Представитель ЦРУ Марк Мэнсфилд еще в январе 1991 года заявил, что его коллеги работают с полной отдачей 24/7, и пицца им для этого совсем не нужна. Мэнсфилд подчеркивал, что разведчикам не надо ничего заказывать, и что в штаб-квартире ЦРУ круглосуточно работают несколько кафетериев с пончиками, сэндвичами, роллами и, разумеется, с пиццей. Понятно, что слухи после этого не улеглись. Даже наоборот. Со временем теория об индексе пиццы начала обрастать новыми деталями. Журналисты писали, что СССР еще в разгар холодной войны якобы отслеживал, сколько пиццы заказывают в Вашингтоне, и что советские разведчики таким образом заранее узнавали обо всех планах своих идеологических противников. В качестве примера журналисты приводили вторжение США в Гренаду в октябре 1983 года. Тогда американский президент Рональд Рейган в рамках борьбы с коммунизмом санкционировал высадку на маленьком острове на юго-востоке Карибского моря. За 4 года до этого к власти в Гренаде пришли левые во главе с молодым революционером, который наладил тесные связи с Советским Союзом и Кубой. Рейгана это совершенно не устраивало. На острове в итоге высадился американский десант. Молодого революционера свергли и расстреляли. Считается, что в ночь перед вторжением количество заказов пиццы в Пентагон увеличилось вдвое. Похожую активность якобы отмечали и в декабре 1989-го. Тогда американцы ввели войска в Панаму. Основанием для вторжения стала защита американских граждан за рубежом, а еще уничтожение каналов наркотрафика, работавших под покровительством местного диктатора Мануэля Норьеги. Норьегу сместили, арестовали и вывезли в Штаты. Считается, что среди людей, которые хорошо заработали по итогам этой операции, были и владельцы вашингтонских пиццерий. При этом стоит отметить, что пиццерии – это не Министерство обороны и не штаб-квартиры разведок. Их архивы вряд ли дошли до наших дней. Так что информацию про гренадский и панамский скачки индекса пиццы нельзя считать стопроцентно достоверной. Друзья, здравствуйте. Очень короткий анонс. 30 августа, в последнюю субботу этого лета, мы проводим первый фестиваль нашего журнала «Чтиво». Он так называется «Чтиво Фест». Пройдет в Москве на хлебозаводе. Что там будет? 3 секции. В первой секции я буду брать интервью в прямом эфире у разных интересных людей. Во второй секции будет гастрономическая зона. В третьей секции будет 2 музыкальных сцены. На одной будут молодые исполнители, на другой будут уже такие мэтры нашей эстрады, как сказали бы раньше. Я первых 2 музыкантов уже готов сейчас анонсировать. Это Валерий Сюткин и Найк Борзов. Музыкантов еще будет огромный список, поэтому успевайте купить билет. Хлебзавод не резиновый, туда не влезет больше определенного количества людей, поэтому билеты здесь по ссылке в описании. Многие конспирологические теории с годами надоедают публике и уходят в прошлое. Но только не теория об индексе пиццы. Она в последнее время только набирает популярность и обрастает новыми деталями. Некоторые увлеченные конспирологи начали отслеживать, с какими топпингами заказывают пиццу госслужащие, и пришли к интересным выводам. Оказалось, что в периоды кризисов увеличивается не только количество заказов, но и количество дополнительной начинки, которую просят положить на пиццу
пиццу военные, разведчики и чиновники. Например, одним из самых популярных топпингов в дни перед голосованием об импичменте Клинтона стало мясо, а количество заказов с дополнительным сыром из Белого дома тогда же подскочило на 32%. Среди других конфликтов и кризисов, вызвавших рост индекса пиццы, разные источники упоминают бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, авианалеты Америки в ходе гражданской войны в Сирии и убийство одного из лидеров корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году, санкционированное Дональдом Трампом. Но самый тщательно задокументированный случай – это операция по устранению Усамы бен Ладена 2 мая 2011 года. В тот день сотрудники администрации президента Барака Обамы и сам президент действительно уничтожили невероятное количество пиццы. Один из очевидцев сравнил обстановку в ситуационной комнате Белого дома со студенческим общежитием. Настолько она была завалена пустыми коробками. Самый свежий пример того, как работает индекс пиццы – конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня 2025 года израильтяне начали бомбить Иран в рамках операции «Народ как лев». Буквально за час до этого, по сообщениям информационного агентства «Франс Пресс», количество заказов пиццы в Вашингтоне заметно подскочило. Конспирологи тогда предположили начало крупного конфликта и оказались правы. Дональд Трамп позже подтвердил, что его люди знали о начале израильской операции заранее. Невозможно сказать, насколько индекс пиццы реален в качестве инструмента для прогнозов. Ясно одно – наблюдения журналистов и владельцев пиццерий вот уже 35 лет подтверждают теорию о связи между пиццей и потрясениями глобального масштаба. Конечно, можно предположить, что если бы заказ пиццы реально демаскировал начало стратегических операций, госслужащим просто запретили бы ее заказывать. Сложного в этом ничего нет. Критики индекса пиццы добавляют, что если два события совпадают по времени, это еще не значит, что одно из них вызывает другое. При этом нельзя отрицать, что иногда индекс реально работает, и работает слишком хорошо, чтобы от теории можно было просто отмахнуться. В новейшей истории были и другие проколы подобного рода. Например, разведчики-любители в какой-то момент научились безошибочно определять местоположение американских военных баз за рубежом по открытым данным геолокации с наручных фитнес-трекеров солдат. Они резонно предположили, что пуштуны вряд ли носят такие устройства и уж точно не наматывают с ними круги по утрам. Некоторые журналисты вообще видят в индексе пиццы метафору отношений между американским обществом и властью. Мол, эпоха настоящей гласности давно прошла. Правительство больше не желает посвящать общественность в свои дела. И только наблюдение за продажами пиццы позволяет простому американцу быть в курсе происходящего. В последнее время, по мере того, как политическая обстановка в Америке накаляется, у теории индекса пиццы появилась новая, более злорадная модификация. Предлагается наблюдать не только за пиццериями, но за вашингтонскими барами, куда госслужащие заходят после работы. Если эти заведения в какой-то из вечер стоят пустыми, то их завсегдатаи, скорее всего, допоздна задержались на работе, а значит, опять готовится что-то масштабное. Что особенно удобно, эти данные открыты. Google автоматически снабжает результаты поиска пометками «больше клиентов, чем обычно» и «меньше клиентов, чем обычно».